Каждое утро я просыпаюсь, иду на кухню и варю кофе. А потом я понимаю, что меня жутко бесит этот старый стол. И я знаю, что с этим делать. А теперь сделаю нормальный стол. Для стола мне нужен шаблон, который я вырежу из фанеры. Предварительно на миллиметровке я прикинула размеры, которые мне нужны, и перенесла их на фанеру. Все углы для ровной кромки я высверлю сверлом Форстнера с двух сторон, и таким образом я получу ровное отверстие. Прямые линии я прорежу канцелярским ножом по линейке, чтобы лобзик не подрывал волокна. А теперь перенесу этот рисунок на основную фанеру и буду ее уже подготавливать к фрезерованию. Теперь то же самое, что и было с шаблоном, проделываю с основной деталью. Засверливаю и подрезаю верхние волокна. У меня проблема, вырвался прям целый кусок верхнего слоя фанеры. Постараюсь поправить, приклею, и спустя сутки можно будет подрезать волокно, и почти ничего не будет заметно. Ты смотрела какой-то американский фильм? И там девушка, работая в офисе, подрабатывала секс по телефону. Там был такой момент: я буду тебя шлепать. И там линейка тебе постует: ты что там в трубке? Теперь самая ответственная часть. На основной детали подрезка верхнего волокна, иначе все пойдет прахом. Ножом проводить лучше по внутренней части, ту, которая вырежется. Если нож уйдет не в ту сторону, заготовка не повредится. Я работала в гараже, и подходят там вот эти мужики, которые бухают. Ну что, давай рассказывай, как ты докатилась до такой жизни? Я что? Ну да, что ты тут типа пашешь? Настало время фрезера. Шаблон нужно приклеить очень плотно, чтобы он не отставал от заготовки, иначе фреза пропилит там, где не нужен. Фреза всегда должна снимать материал по волокну у внешнего слоя. Соответственно, сейчас у меня установлена фреза с подшипником, который находится в верхней части. И шаблон будет находиться сверху. Я пройду нужные места, поменяю фрезу, переверну полностью заготовку и буду катать шаблоном вниз по подшипнику. А теперь я выберу пазы, чтобы ножки соединялись. Примерно вот в таком положении. Вырежу лобзиком и окончательную обработку буду производить резцом, чтобы убрать оставшиеся волокна. Тут главное не добздеть, чем перебздеть. Странно, да, почему я ничего крупного не делаю? Сейчас я размечу области фрезерования. Снимаю ножки и буду по направляющей выбирать фрезером пазы. Фреза имеет круглое сечение, углы она не выбирает, и мне придется подчищать резцами вручную. Перед покрытием шлифую стол, использую абразивный круг 320 грит. Проще, конечно, это делать орбитальной шлейф-машинкой или эксцентриковой. Всю пыль вытру тряпкой обязательно, она нам помешает при нанесении. Использовать я буду лак, так как у меня фанера, у нее очень сильно поднимается верхний ворс. Если был бы массив, я обязательно бы использовала масло. Лак у меня без запаха, 2 в 1, это и грунтовка, и лак. Лак поможет встать хорошенько слою, и буду наносить 2, 3, может быть даже 4 слоя, так как это обеденная поверхность. У нас сейчас название рубрики «Блондинка с перфоратором», но хочется придумать что-то более интересное. Если у вас есть хорошая идея, у вас есть шанс выиграть 10 000 рублей, вам нужно быть подписанным на Мишин Инстаграм
И написать в комментариях к посту название у Миши на странице. Все подробности в описании. Напишите в комментариях, как вам стол. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и пока! Она пробила. И она внутри загораться начала. Я думаю, сейчас у нее коробок в руках вспыхнет.